Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Сегодня мы изучим один из лучших виртуальных MIDI-контроллеров под iOS, который называется LK, от разработчика Imaginando. LK дает возможность управлять проектом в Ableton Live через смартфон или планшет, а также это невероятно мощный MIDI-редактор, имеющий все необходимые возможности для управления вашими инструментами на iOS, через любой хост, поддерживающий AUV3 MIDI-эффекты, например, Cubasys, AUM, Beatmaker и прочие. Сама компания Imaginando — это команда творческих людей из Португалии, который очень любит электронную музыку и медиаискусство. В скором времени я обязательно сделаю обзор на все их остальные плагины. Также сегодня разыграю 3 бесплатных кода на этот чудесный инструмент. Для участия необходимо подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий под этим видео и обязательно подписаться на комьюнити iOS-музыкантов Мус Яблоки. Ссылка будет в описании. Через несколько дней рандомайзер выберет 3 случайных комментария. Я объявлю победителя и напишу почту для связи со мной. Всем желаю удачи и приятного просмотра. Поехали! Сейчас мы сделаем небольшой обзор, как работает LK. Для изучения LK я буду использовать AUM-приложение. Если вы не знакомы с этим приложением, настоятельно рекомендую посмотреть мое предыдущее видео, большой обзор по AUM. Ну а если в 2 словах, то это виртуальный микшер, в котором мы можем загружать инструменты, всячески их между собой коммутировать, прописывать мелодии, секвенции, ритмы и так далее. Я загружу демонстрационный проект. В этом проекте мы видим, у меня загружена драм-машинка. На втором канале у меня синтезатор, который играет бас. Бас и мелодию у меня будет играть синтезатор DRC от тех же Imaginando. И вот этот звук будет играть мелодию. То есть мы видим 3 канала: Drums, Bass и Melody. Ну а теперь давайте посмотрим, как работает LK. У меня также создан MIDI-канал отдельный для того, чтобы запустить все эти 3 инструмента. Давайте добавим LK. Пишем в поиске LK. Давайте небольшой обзор. Вот так предварительно выглядит интерфейс. Первая иконка открывает различные настройки, профиль, коммутация MIDI и так далее. Все это изучим. Вот это окошко, это основное окно, называется матрица. Второе — MIDI pads, контроллер, XY pad, кордер и кейборд. По порядку все эти разделы разберем. Теперь мне необходимо LK подцепить на каждый отдельный из этих каналов. Вот в этой иконке я нажимаю список MIDI подключений. Вот мы видим LK. А также необходимо отфильтровать, какой мы будем использовать канал. Но так как барабан у нас на первом канале, поставим первый канал. Нажимаем None, то есть выключаем все каналы, включаем первый. И ту же процедуру проделаем и для баса. Выбираем LK, None, фильтр Channel 2. И для синтезатора. Канал 3. Заходим в LK, создаем 3 канала. Вот мы видим, один уже канал создан. Для того, чтобы создать еще 2 канала, нажимаю вот этот Shift одним пальцем. Вторым пальцем кликаю на вот эти 3 точки. Нажимаю Add Track и еще раз. Вот мы видим 3 канала. Первый, второй, третий. Те, кто работает в Ableton Live, уже, наверное, увидели очень большое сходство в интерфейсе. Сейчас выбран вот этот MIDI-клип. Кликаем вот на эту нижнюю линию, открывается Piano Roll. И вот мы слышим, как синтезатор барабанов уже воспроизводится на нотах. Пропишем 4 удара. Прямая бочка. Нажимаем Play. Пропишем хай-хет. Вот такой простейший рисунок. Свернем интерфейс. Теперь на втором канале двойным тапом создаем второй MIDI-клип. Это у нас будет бас. Давайте сразу переименуем все дорожки. Первый будет Drums. Также зажимаю Shift, нажимаю Rename. Каналы переименовали. Теперь пропишем на втором канале мелодию. Чтобы в нее зайти, вот мы выбрали канал. Открываем Piano Roll. И вот тут одна из самых уникальных функций. Мы ее более подробно чуть позже разберем. Вот заходим вот здесь Properties справа. Нажимаем Keyboard. Выбираем лад, в котором будем играть. Выберу лад Рюки, тональность Фа. Далее войду во вкладку Generate, выберу Melody. И вот мелодия уже сгенерирована. Послушаем наш бас. Играет он в высокой октаве. Для того, чтобы мы его спустили вниз, либо сразу генерировали, вот range, ставим C2, C3, то есть в одну октаву. Еще раз Melody. Пару раз нагенерируем что-то интересное. Ну вот неплохой вариант. Чуть нотки удлиним. И ту же самую процедуру для мелодии. Generate Melody. Сразу все вместе запускаем. Какую-нибудь еще мелодию поищем. И вот таким образом в LK можно воспроизводить все ваши инструменты, неважно в каком хосте вы работаете, будь то Cubasys, Beatmaker, Nano Studio, ну или, допустим, AUM.
Начнем с изучения самого главного раздела, который называется Metrics. Это как раз самое основное окно, в котором мы создаем каналы, работаем с MIDI-клипами. Здесь также есть сцены, как и в Ableton Live, я все это покажу. Одним из важных моментов приложения LK является то, что он может работать в двух режимах. Вот мы видим в этой части, где написано Mod, мы видим, что можно работать в режиме Live, то есть подключить через специальную дополнительную утилитку U-Bridge. Также на сайте у них есть подробное видео, как скоммутировать планшет и компьютер, и как настроить LK вместе с Ableton Live. Но в этом видео мы будем изучать именно режим MIDI, который позволяет нам управлять, как я уже показал, встроенными инструментами на iPad. Поэтому некоторые функции, которые мы будем встречать, они будут исключительно работать для коммутации с Ableton Live, и мы их будем пропускать. И в будущем я сделаю отдельное видео, как управлять Ableton Live с iPad или iPhone. Далее функция Clock Source, стоит хост, ничего здесь выбрать не можем, то есть он берет скорость, которая у нас указана в нашем хосте, то есть в VUM 120 BPM. Вот как раз мы видим, здесь и написано Tempo 120, и также поменять не можем. Триггер Quantize, это означает, что, допустим, у меня сейчас будет играть бит, и я нажимаю мелодию, он ждет один такт, и со следующего такта запускает. То есть таким образом как бы ожидает поступления следующего такта. Record Quantize то же самое, то есть он будет начинать запись только с определенного такта. Стоит non, то есть запись будет воспроизводиться сразу, как только вы нажмете кнопку записи, об этом чуть позже. Вот эта функция Pitch, открывается дополнительный столбец вот здесь в самом конце, справа. Как я понимаю, эта функция делает замедление либо ускорение по скорости. Давайте посмотрим, как это работает. Уверен, функция нужна именно для режима Ableton Live. Вот этот ярлычок позволяет сохранить проект, в котором мы сейчас работаем, внутри LK. А вот здесь, во вкладке Project, мы как раз можем его открыть. В нижней части мы видим две кнопки Shift, одна находится слева, другая находится справа. Это абсолютно одинаковые две кнопки, просто для удобства, смотря в какой руке вы держите планшет. Их можно одним пальцем зажимать, а другим пальцем вот выбирать какую-то функцию, например, вот где появляются вот эти точки. Либо также обратите внимание, что некоторые функции на самой транспортной панели как раз меняются в зависимости от зажатого шифта. То есть, например, функция Undo, то есть шаг назад, превращается в функцию Redo, то есть шаг вперед. Также можно двойным тапом на Shift сделать его постоянным. И таким образом эта функция будет работать статично. Кнопка запуска, кнопка остановки, запись. Запись сейчас идти не будет, но для того, чтобы ее активировать, мы чуть позже как раз доберемся до следующих разделов и посмотрим, как это работает. Вот эти две кнопки перемещают выбранные нами каналы. Также, если мы зажимаем Shift, мы можем перемещаться уже по сессиям. Давайте создадим несколько пустых сцен. Вот здесь внизу нажимаем Add Scene, и вот теперь эти кнопочки перемещают нас по сценам. Это кнопка овердаббинга, то есть перезаписи. То есть если вы наиграли, например, какую-то мелодию, запись будет продолжаться, и вы можете добавлять дальше нотки. Или, например, настукивать бит. Сначала записать хай-хет, потом к нему добавить бочку и снейр и так далее. Очень полезная функция. Undo, Redo мы уже разобрали. Кнопочка микшера, открывать дополнительные настройки соло, включение-выключение канала, то есть mute, а также кнопку записи. И последняя кнопка настроек MIDI. Тут у нас вход, то, что будет поступать на наш канал. Тут у нас сам номер канала MIDI, и здесь у нас выход, куда будет идти выход, то есть вот на этот LK output, на этот главный выход. Теперь разберем, как работает MIDI-клип. Для того, чтобы в него попасть, есть три способа. Первый и самый непростой. Зажимаем Tab, держим, и вот появляется Properties. Выбираем Properties, открывается наш MIDI. Способ номер два. Выделенный MIDI-клип, хватаемся вот за эти две черточки, тянем вверх, открывается MIDI-клип. И третий, самый простой способ, которым я всегда пользуюсь, просто нажимайте на любую пустую часть вот в этой области. Все открывается во весь экран. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот эти наушники нужны, если вы работаете в режиме Ableton Live. Так-то они сейчас работать не будут. Но если подключен Ableton Live, как раз-таки они позволят воспроизводить инструмент на вашем компьютере. Вот эта кнопка удаляет весь MIDI-клип. Давайте вернем назад. Это кнопка квантизации. То есть если я сейчас пропишу, видите, я могу оставлять ноту абсолютно в любом месте. А если квантизация включена, то по 1/16 сетке, которая далее вот здесь выбрана, мои ноты будут перемещаться равномерно. Ноты рисуются очень просто, одним кликом, либо одним кликом удаляем. Если нота уже прописана, вот мы тянем за хвостик и делаем ее длиннее. Далее информация о количестве тактов нашего MIDI-клипа. Один такт. Это просто чисто визуальное отображение. Чтобы реально увеличить один такт, это мы посмотрим как раз вот в этих настройках. Давайте пока их спрячем. Далее кнопка запуска. Стоп. Вот обратите внимание, что стоп срабатывает после триггера квантизации, который как раз вот здесь у нас означен один такт. Луп. Нажимаем play. И все.
Дальше будет уже играть какие-то ноты, которые есть дальше. Но так как у нас их нет, соответственно, идет тишина. Луп лучше оставить. Далее, кнопка навигации по проекту. Сейчас она не работает, давайте покажу. Например, вот в каком-то месте у нас увеличено. Кстати, увеличение, вообще зуминг происходит двумя пальцами очень просто, очень качественно. И вот если вы в какой-то части находитесь, вам нужно увидеть весь MIDI-клип разом, нажимайте вот эту кнопку. Очень удобно. Ну а также, видите, есть навигация по конкретным областям. Помимо вот этой верхней границы, которая открывает MIDI-клип, есть еще и вот вторая, нижняя граница, которая открывает дополнительные настройки velocity и автоматизации. Также кликаем, открываем. Можно ее подтянуть побольше, размер сделать. Вот нам LK подсказывает, что мы должны выбрать какие-то определенные ноты для того, чтобы управлять velocity. Выбираем, допустим, вот эти нотки. И вот появились столбцы, которые управляют как раз чувствительностью наших нот. Хочу напомнить, что velocity — это не только громкость ноты, это может быть и фильтрация, и различные эффекты, и много чего. Все зависит от самого инструмента и его настроек. Давайте посмотрим. Вот я нарисую velocity, что он нам даст. Ну, видите, конкретно в этом инструменте velocity не управляет ничем, поэтому они не работают. Поэтому зайдем в барабаны, пропишем хай-хет на 1/16. Выбираем этот хай-хет и вот рисуем velocity. Таким образом оживляем звучание нашего хай-хета. А также вот в этом списке мы видим вторую функцию, называется probability, то есть вероятность. И мы можем указать вероятность не 100% звучания нашего инструмента. Несмотря на то, что они прописаны на 1/16, делаем, например, примерно 50%. Вот мы видим, как на каждой нотке появляется вот эта линия, которая показывает приблизительно на сколько процентов она будет давать шанс воспроизведения этой конкретной ноты. И таким образом еще дополнительно можно оживить барабаны. Вернем обратно на 100%. Вернемся в мелодию. Ну а далее начинается самое интересное режима матрицы. Вот эта иконка дополнительных настроек. Clip Properties. Переименовать клип можем, дать ему какое-то новое название. Цвет. Вот мы видим фиолетовый. Вот он как раз фиолетовый. Вот обратите внимание, что наверху есть вот эти вот засечки. Loop Start, Loop End. То есть мы можем как раз-таки указать какую-то определенную зону воспроизведения. То есть не весь наш однотактовый MIDI-клип, а, например, только его вот эту часть. Послушаем. И таким образом, например, получить полиритмический рисунок мелодии. И это все как раз вот здесь вот цифрами можно выставить. Оставим все-таки один такт. Далее длина нашего MIDI-клипа. Так как я делал длинный луп, он мне выставил 3 такта, вернем на 1 такт. А также можем умножить размер, то есть сделать 2 такта, и он автоматически дублирует то, что у нас было прописано. Либо поделить на 2. То есть таким образом, если у нас было, допустим, 4 такта, можем сделать 2 такта. MIDI-триггер будет работать, если у вас, допустим, подключен MIDI-контроллер, и вы можете какие-то определенные клавиши назначить на какие-то функции. Например, как раз-таки ставить эти лупы. Но, к сожалению, у меня контроллер в данный момент не подключен, да и функция эта работает более наглядно с Ableton Live. Следующая вкладка Keyboard. Тут как раз мы выставляем лад, в котором мы будем работать. Давайте поставим, допустим, минор, тональность, к примеру, до. И теперь все последующие манипуляции, которые мы далее будем производить, будут подчиняться как раз этой тональности и этому ладу. Давайте сейчас пропустим ритм и Note Tool, к ним чуть позже вернемся и зайдем в главную вкладочку Generate. Я уже показывал в начале видео как раз chord и мелодия. Нажимаем, например, chord, и LK сгенерировал нам аккорды рандомно, но подчиняясь вот этому ладу и тональности. Слушаем. Ну и таким образом очень легко и быстро можно найти интересную идею для трека. Можно указать диапазон, в котором будет производиться как раз генерация этих нот. Начинается от октавы C2 и заканчивается октавой C4. Ну а также мы видим функцию Mutation. Давайте посмотрим, что это, как это работает. То есть небольшое изменение уже созданного аккорда. То есть видите, рисунок не меняется, но сама прогрессия немножко меняется. Давайте что-то новое сгенерируем. Ну, можно это назвать такой легкий рандом. Ну а также сгенерируем, например, мелодию. Послушаем. Сейчас пока закроем MIDI-клип, вернемся в барабаны. Ну и тут давайте как раз посмотрим, как работает ритм. Мы видим функцию Swing и Humanize. Давайте поставим Swing, так как у нас сетка 1/16, то выставим 1/16. Swing — это смещение, как я уже во многих своих видео показывал, второй и четвертой доли четверти нашего такта. Послушаем. Давайте оставим, например, 15%. Что мне нравится в LK, что здесь визуально сразу все показывается, как изменяется как раз ритмический рисунок. Вернем свинг на 0. А функция Humanize просто, видите, смещает в разные стороны. Что-то влево, что-то вправо, таким образом дополнительно оживляя наше звучание. Только единственное, она бочку тоже свинганула. Бочку мы поставим ровно, пусть она поровнее все-таки звучит.
Ну, я сильно Humanize сделал, конечно. Поменьше сделаем. Хотя в некоторых случаях можно и бочку отхуманайзить. Тоже может неплохо зазвучать. Humanize уберем, свинг убрали. Давайте я сейчас отключу магнитик. И мы, например, какой-то новый инструмент пропишем без привязки к сетке. Зайдем во вкладку Node Tools. И вот здесь одна из главных функций — это как раз Quantize. Нажимаем ее, и вот видим, как подстраивается все ровно в сетку. То есть таким образом квантизирует. Если вы записали кривовато, но мелодия получилась неплохая, не обязательно ее стирать и заново записывать, можно просто квантизировать. Ну а если что-то в сетку не попадет, уже вручную самостоятельно это подставить. Также тут функция есть Select All, то есть выделить сразу все вместе ноты. Deselect All, то есть отключить выбор. Delete All, то есть сразу все удалить. Delete Selected, то есть так она работать не будет, но если я выделю, например, вот эту часть, нажимаю Delete, удаляет конкретно выделенную часть. Duplicate, то есть дублировать еще на один такт того, что у нас есть. Вернем назад. Но обратите внимание, что сам MIDI-клип не удалился. Для этого нам необходимо зайти как раз-таки Clip Properties и уже длину такта вернуть обратно на 1. Давайте следующую функцию разберем в мелодии. Mirror, то есть зеркалит наши ноты. Посмотрим. В общем, таким образом все ноты горизонтально меняют свое местоположение. Также можно их поменять вертикально. Послушаем, как это звучит. Мы таким образом остаемся в нашем ладу, но при этом получаем какие-то новые комбинации мелодий, что тоже может интересным образом разнообразить вашу композицию. Таймшифт смещает по сетке влево и вправо. Pitch Swap переворачивает, допустим, вот эта нота D была в конце, нажимаем Pitch Swap, она становится в начале. Видите, а нота Fa была в начале, стала в конце. Ну а также транспонирование. Можно поднимать сразу все ноты по полутонам, ну а также по октавам. И опускать. Ну и одна из очень интересных функций LK Follow Actions. Здесь есть применение для клипа и для конкретно нот внутри этого клипа. Так как у нас, к сожалению, всего пока прописан один клип, то вот эта функция нам, по сути, не понадобится. Это нужно будет, если у вас будет как раз прописана целая сессия, целый лайфсет. То есть, допустим, 3-4 вариации мелодий, несколько ритмов и так далее. Но давайте посмотрим, как это работает на конкретных нотах внутри MIDI-клипа. Выбираем, например, Mutate Melody. И при каждом новом такте... Кстати, давайте сгенерируем в этой же тональности бас. У нас Aeolian C. Зайдем в бас. Теперь зайдем в мелодию. И вот теперь вот эта функция Mutate Melody, каждый новый такт будет генерировать нам какую-то новую мелодию. Давайте послушаем. Да, вы уже обратили внимание, что эта функция интересная, но достаточно жиручая. Иногда процессор зашкаливает за 100%. Но иногда можно найти какую-то очень интересную вариацию, отключить вот эту функцию Mutate Melody, ну и уже работать с конкретно найденной мелодией. Также можно сделать Generate Melody, то есть не легкая рандомизация, а уже достаточно такая кардинальная рандомизация. Давайте послушаем. Ну а также те все функции, что мы уже изучили, здесь как раз-таки можно делать в режиме Follow Actions, чтобы они каждый такт сами самостоятельно что-то делали, то есть меняли положение нот, зеркалили, смещали и так далее. Очень мощный инструмент. В некоторых случаях, например, в техномузыке, это просто незаменимая штука, которая постоянно будет рождать какие-то интересные импровизации. Ну и напоследок изучения матрицы. Я отдельно загрузил один из проектов для этого видео, в котором я хочу показать, вот как работают сцены. Здесь все те же самые инструменты, те же самые звуки. Звучит вот так. Ну и вот я сделал отдельно сцены. Вот интро, запускается сразу интро, и дроп. Ждет такт, в котором я сделал небольшое изменение по мелодии и разнообразил хай-хета. Сцены создаются очень просто. Также зажимаем Shift и можем сдублировать ту сцену, которая есть, и потом ее изменить. Нажимаем Duplicate. Либо в этой части просто добавить новую сцену. Таким образом, возможности этого хоста AUM возрастают просто в разы благодаря приложению LK. Следующая вкладка называется MIDI Pads. Здесь мы можем назначать свои пэды, подобно любому MIDI-контроллеру, будь то Ableton Push, Novation, AKMPC и так далее. Так как у нас уже созданы drums, бас и мелоди, мы можем этими пэдами их как раз-таки запускать. Для этого необходимо вот здесь вот в канале выбрать, какой канал. То есть вот у нас первый drums, второй бас, третий мелоди. Здесь вот в channel выбирать, что мы будем воспроизводить. Вот у нас сейчас выбран первый, то есть барабаны. Выбираем второй, это у нас наш бас. И третий — это наша мелодия.
Вот эта функция позволяет подниматься вверх по октавам и вниз. Открываем нижнюю область, подобно режиму матрицы. Открываются дополнительные настройки, в которых мы видим экспрессия, арпеджиатор и кордер. Начнем с кордера. Нажимаем вот эту кнопку, активируем этот блок. И теперь каждый отдельный пэд будет играть мажорный аккорд. И, соответственно, мы выбираем, какие аккорды он будет запускать. Здесь их огромное множество. Арпеджиатор подключаем. Steps — это в каком количестве октав будет играть. Поставим 0, то есть в одной октаве. Вот играет только нота фа. Добавляем. Играет фа в одной и второй октаве. 2 октавы. 3 октавы. Скорость воспроизведения нот. Сейчас стоит кнопка Sync, то есть она будет воспроизводить со скоростью, которая у нас указана в AUM, то есть 120 ударов в минуту. Поставим, допустим, 1/16. То есть играть только нота та, которую мы нажимаем. Если мы зажмем, например, 2 ноты, то есть, допустим, F и A, добавим еще до, будет арпеджио из 3 нот в 3 октавах. Gate — это длина нот. Поставим минимальную. А если еще подключить chord, то при нажатии одного пэда будет играть как раз этот аккорд в арпеджиаторе. И заодно сразу же отображается, какие там ноты играют. Экспрессивность влияет на силу нажатия, то есть velocity. Здесь мы видим два режима, линейный и радиальный. Давайте посмотрим, как это работает. К сожалению, на этом пресете, которым сейчас у меня выбран, нет никаких параметров velocity. Для этого я сейчас создам отдельный канал, добавим туда как раз новый инструмент и назначим ему LK. Создаю новый канал. Это у нас будет 4-й канал. Переименуем его сразу, например, в пианино. Далее в самом инструменте указываем LK, нажимаем Channel Filter, как мы уже это делали. Выбираем 4-й канал. И теперь он будет как раз его воспроизводить. Давайте посмотрим. Выбираем 4-й канал. Выключим арпеджиатор, кордер. И вот теперь как раз функция экспрессии. Вот мы видим режим линейный. Означает то, что снизу будет играть низкая чувствительность. И чем выше, тем сильнее нажатие по ноте. А в режиме радиальная по центру будет, вот мы видим, 100% velocity. По краям bounce velocity будет пониженный. Далее у нас режим контроллер. Это свободные регуляторы, которые мы можем назначить на различные параметры. Тут у нас есть knob, то есть крутилка, кнопка, которую можем нажать, включить-выключить, фейдер и pad. То есть таким образом на каждом из этих каналов мы можем прицепить на какую-то функцию конкретного инструмента. И снизу открываем дополнительные настройки. И здесь получается у нас 8 каналов и 4 банка в каждом. Также по 8 каналов. И дополнительные 2 функции переименовать и назначить. Давайте посмотрим, как это работает. Допустим, я хочу, чтобы вот этот параметр управлял громкостью нашего инструмента, синтезатора. То есть вот этот фейдер я хочу как раз-таки прицепить вот на этот параметр. Что мне для этого необходимо? Заходим в настройки MIDI. Они находятся вот здесь внизу. Нажимаем Melody. Вот MIDI настройки. И вот здесь, где MIDI Source, цепляем LK. Назад. Вот мы видим, что громкость уже автоматически назначена на первом канале, ручка CC7. Соответственно, заходим в LK. Вот мы видим канал номер 1, стоит ручка 6, то есть CC6. Нам нужно его перекинуть на 7. Для этого одним пальцем нажимаем вот эту кнопку Assign, кликаем на параметр, который хотим ассайнить, то есть вот этот, открывается список каналов. Мы помним, что это функция CC7, вот она, 7. Выбираем, нажимаем ОК. Теперь видите, это регулятор 7. И что мы видим? И он управляет как раз нашим фейдером. Но мы видим, что 7 теперь управляет 2 каналами, потому что когда-то я просто сдублировал вот этот инструмент, и получается, что и здесь у нас 7, и здесь 7. Чтобы здесь этот канал отвязать, мы как раз на басу, допустим, зайдем. Вот мы видим 7. Кстати, вот нам AUM подсказывает, что это уже функция назначена, поэтому уберите ее. Уберем, например, на 6. Все, теперь фейдер управляет громкостью нашей мелодии. Послушаем. Да, так оно и есть. И таким образом, каждый из этих параметров мы можем куда-то прицепить. Нам достаточно просто знать, какой это канал и какая это ручка CC, что, собственно, вот в этом месте и указывается. Далее разберем XY-Pad. Он ни на что не назначен, свободный контроллер. Мы можем назначить 2 параметра, которые будут управляться вот одной такой точкой. Как это сделать? Для этого необходимо зайти вот сюда внизу в настройках,
MIDI. Так же, как в предыдущем случае, указать MIDI source. Выберем LK. То есть теперь LK будет управлять не только нотами, но и различными регуляторами. Мы видим DRC, синтезатор, параметры. Открываем. Ищем в этом списке те параметры, которые мы хотим назначить как раз на XY pad. Допустим, это будет ручка фильтр Cut-Off. Пусть это будет, например, 4-й, допустим, канал, ручка CC1. И ручка Q, тоже 4-й канал, ручка CC2. Закрываем, заходим в LK, открываем дополнительные настройки. Ну и как в случае с предыдущими параметрами, также у нас есть банки этих самых параметров. Назначение, вот они, Access. LFO, то есть ручка будет работать по заданной LFO. И Release Mode. Ну, давайте посмотрим изначально, как коммутация работает. Нажимаем вот X, выбираем канал, который нам нужен. Это был 4-й канал, первая ручка. Нажимаем ОК. И таким образом вот управляя X, то есть из слева вправо, у нас открывается фильтр ручка Cut-Off. Нажимаем Y, также вот 4-й уже выбран канал, выбираем 2-й CC, нажимаем ОК. И теперь параметр Y вверх управляет резонансом. Естественно, на эти параметры можно было бы назначить любые другие. Но также у нас есть свободные банки, куда тоже можно назначить какие-то параметры и периодически переключать их. Посмотрим, как работает LFO. Включаем его. И вот видим, как по заданной частоте 1/8 работает наш LFO. Релиз мод работает следующим образом. Вот я оставил точку вот в этом месте, и она здесь остается. Если я включаю, например, режим Zero, то вот от этого места я открыл сюда, отпускаю, и она обратно сюда возвращается. Время релиза управляем вот этим параметром. То есть насколько долго туда будет уходить. Ну а также режим центр. То есть видите, он будет всегда стремиться к центру. Вот такой интересный режим XY pad. Режим кордер. Здесь мы видим шаблон аккордов. Вот эти вот пэды запускают уже аккорды. Сейчас у нас выбран Drums. Выберем канал 3. Это наша мелодия. Что здесь интересного? Мы можем, например, одной рукой нажать на аккорд, а вот в этой части играть уже непосредственно по тем нотам, которые входят в этот аккорд. И слева та же самая шкала нот для удобства игры либо левой, либо правой рукой. В дополнительных настройках мы видим готовые лейауты, то есть вот такие вот пресеты с заготовленными аккордами. В каждом из этих лейаутов можно самостоятельно поменять схему вот этих аккордов. То есть, например, оставить только минорные. Арпеджиатор точно так же работает, как и в режиме пэдов. Нажимаем. И функция Tools, дополнительные настройки, увеличить отображение аккордов, уменьшить. То есть если у вас какой-то большой лейаут с большим количеством аккордов, вы можете его вот здесь увеличивать и уменьшать. Повышение по октавам, видите, сейчас стоит все в 5-й октаве, 4-я, 2-я и так далее. Вот эта кнопка сейчас стоит режим Play, то есть нажимая на Pad, он слышен. Нажимаю Stop, нажимаю на Pad, не слышен. Для чего это нужно? Если вы, например, играете по нотам, но вы не хотите, чтобы был слышен пэд, вот как раз-таки вот эта кнопочка позволяет выключить звучание самих пэдов. И вот эта функция перемещения навигации, то есть если мы сейчас увеличим размер пэдов, зажимаем вот эту навигацию, и таким образом другим пальцем мы можем перемещаться по нашему лейауту с нашими аккордами. И последний режим Keyboard. Здесь все очень просто. Здесь просто стандартная раскладка клавиатуры. Просто здесь у нас сверху мы можем поставить, например, вот октава C3, а снизу вот этим ползуночком переместиться, допустим, на октаву C2. И таким образом мы будем играть в 2 октавах. Переключим канал на мелодию. Схватившись за эти ползунки, мы можем увеличить количество нот до 3 октав разом. То есть 3 снизу октавы, например, и 3 сверху. Здесь мы можем также выбрать лад и тональность, арпеджиатор, который мы уже несколько раз изучали, и модуляции. Все те же самые модуляции, что в XY pad мы разбирали. Справа мы видим кнопки Hold. То
То есть если это, например, какой-то длинный звук, допустим, pad, зажав кнопку Hold, она будет бесконечно звучать. Но так как пример у нас сейчас с достаточно коротким звуком, с коротким дикеем, то эта функция Hold нам сейчас ничего не дает. Ну и теперь давайте посмотрим, как нам все-таки записать вот из всех этих прекрасных режимов ноты в нашу матрицу, как их вбить. Сперва нам на этом канале надо указать источник, какой из этих инструментов будет попадать в наш канал с мелодией. Делается это вот в этом окошке. Выбираются MIDI-пэды, контроллеры и так далее. Давайте самое простое возьмем Keyboard. Далее мы должны убедиться, что вот эта кнопка записи включена, и нажимаем микшер. В микшере нажимаем кнопку Record. Теперь входим в наш Keyboard, нажимаем Play. Все, нота забита, вот я прописал их вживую. Отключаем запись. Заходим в MIDI. И вот как раз мы видим, вот они, эти 5 ноток, которые я только что прописал. Вот видно, я их криво прописал, не попадал. Можем их квантизировать. Зайдем во вкладку Node Tools, нажмем Quantize. Вот все, они подстали ровно в сетку. Отлично. И вот таким образом мы можем как раз записывать со всех этих инструментов на наш канал наши ноты. LK также умеет записывать автоматизацию каких-либо параметров. Давайте посмотрим, как это делать. Для разнообразия я загрузил новый проект, в котором у нас есть Pure Acid, один из моих любимых инструментов, про который я уже много раз рассказывал. Есть отдельное видео на моем канале, обязательно посмотрите. Pure Acid у меня воспроизводит барабаны. Синтезатор DRC, LK, воспроизводит бас. Это канал у нас мелодия. Только здесь у меня, видите, каждый отдельный LK работает со своим инструментом. Итак, как сделать автоматизацию? Первым делом нам необходимо в настройках MIDI, кликаем, заходим, указать источник управления MIDI параметрами наш LK, вот он, 5-й канал, M5. Далее видим DRC, настройки нашего синтезатора. Ищем ручку, которую мы хотим проавтоматизировать, фильтр Cut Off. Выбираем 1-й канал и, допустим, какую-нибудь свободную, ну пусть это будет CC20. Запоминаем эту цифру 20, заходим в LK. Тут уже у меня готова мелодия. Заходим в эту мелодию. Вот в этой нижней части давайте ее увеличим. Там, где мы прописывали velocity. Нажимаем вот здесь внизу плюс. Добавляем этот 20-й канал. Окей. Выбираем карандашик. Прописываем автоматизацию. Заходим в синтезатор. Вот видим, как ручка проавтоматизирована. Очень легко. Ну и напоследок настройки. Вот мы видим, вот эта часть открывается. Здесь профиль, ваш профиль на сайте. Вот эта функция Connection, позволяющая подключиться к компьютеру. Эту функцию мы разберем уже непосредственно в видео про LK и коммутацию с Ableton Live. Store. То есть здесь мы можем приобрести отдельно каждый из этих блоков. Что классно, что можно по отдельности покупать те блоки, которые вам интересны. Настройки MIDI. Вот здесь стоит все MIDI подключения. Самих настроек LK здесь, можно сказать, практически и нет. Вот можно размер колонн выставить, ширину этих MIDI-клипов, чувствительность нажатия на ручке, notification, то есть push-сообщение, которое будет приходить, и работу на бэкграунде. То есть таким образом он будет работать, даже если его свернуть. Учтите, что в данном режиме, даже если вы свернули приложение, оно не работает, оно все равно ресурсы процессора вашего устройства потребляет. А также кнопки About, в которых можем посмотреть текущую сессию, и Help мануал по инструменту. Ну вот мы и разобрали этот прекрасный инструмент. Ребята из Imaginando постарались собрать все самое лучшее для работы в MIDI. Это не просто MIDI-инструмент, это целая рабочая MIDI-станция. Если это видео было вам полезным и интересным, обязательно ставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы следующее видео не пропустить. Ну и, конечно, напишите комментарий, что вы думаете по поводу видео. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.